Привет, друзья! Сегодня я отправляюсь в штаб-квартиру Nissan Global Headquarters. В данном месте расположилась огромная галерея с легендами автопрома. Сегодня я покажу вам, как добраться туда, что внутри, какие автомобили можно увидеть и почувствовать атмосферу этого места. Поехали! Галерея Nissan находится всего в 5 минутах от станции Йокогама. Это примерно 30 минут от Токио на поезде. Со станции Йокогама нужно выйти на восточном выходе, а дальше просто идти к высокому стеклянному зданию. Вот оно, большое современное здание. Все в стекле и металле. Сразу чувствуется, это не просто офис, а визитная карточка компании. Внутри очень просторно, светло, играет музыка, все чисто и супер организовано. Галерея Nissan открылась в 2009 году, одновременно с переездом главного офиса компании из Токио в Йокогаму. Галерея расположена прямо в здании штаб-квартиры и занимает более 4000 квадратных метров. Здесь можно увидеть все. От новейших моделей концепт-каров до легендарных автомобилей прошлых лет. Некоторые из них буквально вписаны в историю японского автопрома. Первым делом мне бросилась такая вот полицейская машинка. Это Nissan Fairlady 240 ZG. В 1972 году полиция Канагава получила такую вот спортивную машину для патрулирования скоростных трасс. Это был самый быстрый патрульный автомобиль Японии того времени. Касательно технических характеристик, здесь двигатель 2.4, 6-цилиндровый, максимальная скорость света автомобиля 210 км в час. Также этот автомобиль получил усиленные тормоза, дисковые спереди и алюминиевые барабанные сзади. Помимо этого на автомобиль был установлен красный маяк такой вот и дополнительные радиостанции. Все это было сделано для быстрого реагирования и преследования на хайвеях. Рядом у нас стоит еще один Nissan Fairlady 240Z. Я бы сказал, что это самый спортивный экземпляр в этой галерее. Именно эта машина одержала победу в легендарном сафари-ралли в 1973 году. Мотор у автомобиля 2,5 литра, мощность около 225 лошадиных сил и вес двигателя всего лишь 1100 кг. Этот спорткар показал всему миру то, что японские машины могут конкурировать с лучшими. Сейчас я нахожусь в зале, где выставлены электрические гибридные автомобили для внутреннего рынка. Здесь можем увидеть такие автомобили, как Nissan Note Aura, Nissan Leaf, есть малолитражки, Daisy и Rux, ну и многие другие модели. Но сегодня я хочу посмотреть более подробно. Это такой вот компактный хэтчбэк Nissan Note Aura, который был выпущен летом 2021 года для японского рынка. Это такая вот более роскошная версия Nissan Note i13. Главная особенность данного автомобиля — это второе поколение гибридной системы e-Power, который позволяет разгоняться быстрее и напористее, чем обычному Note. Также Aura доступна как в переднем, так и в полноприводном формате G4. В салоне довольно тихо, потому что установлена дополнительная шумоизоляция крыши и дверей. Перед водителем сплошная цифровая панель. Таких вот два экрана по 12 дюймов. Один это приборка, второй мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Все выглядит стильно и читается отлично. Такой вот мультируль с большим количеством кнопок, главное все пальцы не сломать. Сидится удобно, ногам комфортно, просторно, ну и чувствуешь себя уютно. Кроме этого, в автомобиле есть светодиодная подсветка, климат-контроль с сенсорными кнопками, электронный селектор трансмиссии и множество USB-портов.
Так, а здесь у нас гибридный двигатель. И показывается, как вся эта гибридная система работает. Пробуем нажать на педаль. Так, что-то непонятно. Я нажимаю. Вроде что-то происходит, вроде нет. Так вот все там крутится. Такая вот демонстрация. После прогулки по залу я решил немного отдохнуть. Сейчас взял себе в Starbucks такой вот цитрусовый холодный напиток. Ну и чтобы не терять время, я хочу рассказать немного поподробнее про эту галерею, что она из себя представляет, ну и указать на основные моменты. Прежде всего я хочу сказать то, что галерея Nissan – это место для настоящих автолюбителей. Здесь собрано 30-40 автомобилей, это ретро-кары, гибриды, электрокары, концепт-кары и даже здесь есть GTR. Сама галерея разделяется на 3 зоны. Первая зона – это Heritage. Здесь собраны автомобили, связанные с историей Nissan. Вторая зона – Product Zone. В ней расположены автомобили, которые продаются по Японии. Ну и последняя зона, которая называется Global Zone. Здесь выставлены автомобили для международного рынка. Что касается атмосферы и особенностей галереи, здесь огромные просторные залы со светодиодной подсветкой, большие экраны, чисто, комфортно, светло, уютно. Самое то, чтобы интересно провести время. Также я бы хотел сказать то, что это место не только для автолюбителей, но и для семей, особенно у которых есть дети, потому что здесь практически во всех машинах можно посидеть, понажимать кнопочки, поиграться с рулем. Я думаю, что детям здесь будет очень весело. Для посетителей здесь есть кафе Starbucks с видом на зал и на улицу. Также бутик Nissan, где можно приобрести себе сувениры и различные модельки автомобилей. Работает данная галерея в будние дни с 10 до 6 вечера, а по выходным с 10 до 8 вечера. Вход абсолютно бесплатный. Также здесь есть услуга тест-драйва, которую можно забронировать на сайте и прокатиться на одной из автомобилей Nissan. Здесь даже есть возможность прокатиться на GTR. Собственно, я сегодня и хотел это сделать, но, к сожалению, на GTR очень большая очередь. Время ожидания было больше 1 месяца. Поэтому как-нибудь в следующий раз. К сожалению, прокатиться на GTR не получилось, но зато была возможность посмотреть его вблизи. Более того, рядом с самой машиной была продемонстрирована ее нижняя часть. Это подвеска, двигатель, коробка передач и так далее. Nissan GTR в 35-м кузове начал свое существование в 2007 году и сразу же после выпуска стал популярным не только в Японии, но и во многих других странах. Объем двигателя этого автомобиля 3,8 литра V6 с 2 турбинами. В первой версии у него было 480 лошадиных сил, но в версии Nismo машину сделали еще мощнее, и объем лошадиных сил стал составлять 600. И что особенно круто, каждый двигатель собирается вручную одним мастером с табличкой его имени. Это редкость даже среди суперкаров. В середине галереи выставлены такие вот уже современные гоночные машины. Слева это Nissan Fairlady Z, известный за границей как Nissan Z, и справа Nissan Tomica Z Super GT 300 Series Champion. Такое вот длинное название. Эти автомобили были сделаны гоночным подразделением Nissan, которое называется Nismo. Отдел Nismo готовит машины для треков и делают заводской тюнинг. Обе машины выглядят агрессивно и в них ощущается спортивный дух. Объем двигателя у Nissan Z 3 литра и мощность автомобиля достигает 420 лошадиных сил, а разгоняется этот зверь до 100 км за 4-3 секунды. Объем двигателя Nissan Super GT 300 3,5 литра. Именно эта машина выиграла титул в классе GT 300 в 2010 году командой Hosemi Sport и стала триумфальным символом сезона. И вот наконец-то я добрался до зоны Heritage. Этот отдел был открыт в сентябре 2019 года, и перед нами 3 легендарных автомобиля. Слева мы видим Nissan Cherry X1, одну из первых спортивных переднеприводных моделей Nissan, дебютировавшая в 1970 году и ставшая пионером для бренда. Модель X1 – топ-версия,
с 1,2-литровым двигателем А12, мощностью около 80 лошадиных сил. Посередине у нас Nissan Fairlady 432, 1969 года выпуска. Одна из самых редких и желанных моделей в истории японского автопрома. Вышла в 1969 году как топовая версия первой Fairlady Z, известной в мире как Datsun 240Z. Здесь установлен двигатель от гоночного Skyline GTR, легендарный S20, двухлитровый рядный шестицилиндровый мотор с двойным распредвалом и 3 карбюраторами. Таких машин выпустили всего около 420 экземпляров исключительно для японского рынка. Ну и третий экземпляр — это Nissan Bluebird, синяя птичка серии 510, купе KP510, культовая машина поздних 60-х. Машина оснащена двигателем L16, 1,6 литров, 4-цилиндровый мотор с 2 карбюраторами, дающий около 100 лошадиных сил. Это поколение Bluebird дебютировало в августе 1967 года с разнообразием кузовов. 2- и 4-дверный седан, универсал и в ноябре 1968 года купе KP510, собственно, на который мы сейчас и смотрим. Здесь вот стоит такая вот сирена гибридная с инвалидным оборудованием. Внутри здесь инвалидное кресло. Так вот оно здесь съезжает вниз. Здесь такой вот мостик, который выдвигается из машины. А еще рядом тоже сирена, но это уже другой немного кузов, не гибридный. Здесь тоже есть такое оборудование, тоже для людей с ограниченными возможностями, вот, может быть, даже для пожилых людей, которым сложно садиться в автомобиль. Здесь вот такое вот заднее кресло, оно выдвигается прямо наружу. Такой вот механизм здесь стоит. Здесь вот экранчик, где демонстрируется, как все это работает. Так вот коляска заезжает, фиксируется крючком, еще блокируется вон кнопочкой. Ну и можно безопасно передвигаться. В зале было еще много интересных машин, интерактивов и всяких штук, на которые реально интересно посмотреть. Это не просто выставка, это настоящая история Nissan. Тут как будто сразу два мира. С одной стороны ретро-атмосфера, старые модели, культовые спорткары, а с другой технологии будущего, электрокары и концепты. Самое крутое то, что можно посидеть в машинах и посмотреть, как все устроено. Все красиво, чисто, по-японски. В общем, если будете в Йокогаме, загляните. Даже если вы не фанат машин, все равно понравится.